Всем привет, дорогие друзья! В прошлом году мы увидели взлеты и падения различных игровых компаний и игр, смогли поиграть во многие отличные проекты, которые точно оставили уйму положительных эмоций. Но если рассматривать конкретно жанр ужастиков, то 24 год не был таким уж выразительным. Из крупных проектов сразу вспоминается весьма достойный ремейк Silent Hill 2, в остальном же за жанр отдувались различные инди-проекты. А как мы знаем, в океане инди-хорроров можно встретить и самые лютые какахи, и скрытые шедевры, которые заставляют кровь стынуть в жилах, уже не говоря о многочисленных ретро-хоррорах в стиле PlayStation 1-2 и просто неплохих ужастиках, которые зашли многим игрокам. Про все достойные хорроры у меня не хватит времени рассказать, да и сил на это уйдет немало, но я обязательно постараюсь вскоре сделать ролик, где расскажу про мои любимые хорроры 24 года. Однако об одном проекте я хочу поведать отдельно и более детально. Он меня очень удивил и оставил неизгладимое впечатление. Сам по себе проект не так уж и страшен, но зато затрагивает серьезные темы и раскрывает их настолько великолепно, что после прохождения невольно задумываешься о многом, а эмоции не утихают даже на следующий день. В этом ролике я расскажу вам про Conscript, пожалуй, самый важный хоррор 24 года. Conscript — это творение одного молодого разработчика по имени Джордан Мочи. Если неправильно произнес, то искренне извиняюсь. Впервые я услышал про эту игру года 2 или 3 назад. В Steam периодически проходят фестивали демо-версий, где можно бесплатно скачать демки различных проектов и опробовать их. И вот, просматривая будущие хорроры, мой взгляд пал на Conscript. Сеттинг Первой мировой войны, survival хоррор в духе первых частей Resident Evil и Silent Hill, жестокость, отличный ретро-стиль и тягучая атмосфера. Все это сразу привлекло мое внимание, и я опробовал проект. Демка оказалась короткой, дав лишь слегка ознакомиться с игровым процессом, но я быстро понял, что игра мне нравится и добавил ее в виш-лист, ожидая на релизе прикольную историю в декорациях Первой мировой, возможно с какими-то зомби или прочими монстрами. Разработка затянулась, и проект вышел только летом 2024 года, что вполне нормально, учитывая, что все делал практически один человек. Но конечный результат меня крайне поразил. В итоге я получил очень серьезную игру, после прохождения которой хочется помыться, ведь здесь поднимаются действительно тяжелые темы, а некоторые визуальные моменты могут шокировать особо впечатлительных игроков. Я не зря все это рассказываю. Conscript — это не тот хоррор, в который вы будете играть ради фана и под пивко. В проекте нет шуток, нет веселых или динамичных моментов, нет монстров, которые лениво прут на вас, пока вы отстреливаетесь из разных пушек. Это хоррор, в котором все строится на исследовании и демонстрации ужасов войны, показывая, что самый страшный монстр — это сам человек, ведь мы сами способны создать себе ад на земле, из которого почти нет шансов выбраться. Многие, возможно, пропустили игру из-за того, что она официально не продается на территории России и Беларуси, но не стоит сразу ругать разработчика. Игра полностью переведена на русский, и сам создатель хотел бы донести свой проект до всех возможных аудиторий, однако издателем является Team 17, а они не выпускают свои проекты в этих регионах. Джордан на форумах Steam неоднократно говорил, что с удовольствием показал бы игру всем, но будучи одиночкой не имел другого выбора. Это был единственный издатель, который вложился в проект. При этом в Conscript нет никакой политики или чего-то в этом духе, поэтому если вы заинтересованы, всегда можно найти ее в ларечке Хатаба, если понимаете, о чем я. События игры происходят во время Первой мировой войны, а точнее в 1916 году, в разгар битвы при Вердене. Я не эксперт в истории, но многие считают эту битву одной из самых ожесточенных. Сотни тысяч людей погибли, чтобы отбить крохотный участок земли, который беспрестанно переходил от одной стороны к другой. Солдаты находились в ужасных условиях, теснились в траншеях под постоянным артобстрелом и бросались в многочисленные штурмы, которые далеко не все переживали. История повествует о молодом французском солдате по имени Андре, который попал на фронт вместе со своим братом Пьером. Они много успели повидать за короткое время службы, и единственное, что поддерживает в них желание жить, это оставаться вместе, пережить эту войну до конца и вернуться к матери на родную ферму. Однажды ночью братьев отправляют в штурм, и в ходе ожесточенной битвы они добираются до желанного форта, который является их целью. Но попадают в ловушку. Пьера ранят, а протагонист получает контузию от удара дубинкой и теряет сознание. Придя в себя, Андре узнает, что его брата направили в лазарет. Прибыв туда, герой выясняет, что Пьер пришел в себя и его тут же отправили на другое задание – штурмовать самый укрепленный форт, который считается неприступным.
Андре находит только шар своего брата и решает во что бы то ни стало его отыскать. На этом я остановлюсь, чтобы не углубляться в спойлеры, но отмечу, что в целом сюжет Conscript довольно слабый. Игра состоит из 6 глав, и вы будете наблюдать две временные линии. Первую о происходящем непосредственно на линии фронта, и вторую о мирной жизни героев на ферме, а также о том, как они в итоге попали на войну. Повествование выполнено весьма неплохо. В прошлых событиях вы узнаете характер братьев, кое-что об их семье и отношении ко всему происходящему. Это нужно, чтобы показать связь героев. Не ждите глубоко раскрытых персонажей. Флешбеки здесь нужны скорее для того, чтобы подвести к ключевому моменту отправки на фронт, которая полностью меняет их жизнь. В этих сценах есть еще один очень важный элемент, связанный с концовками, но об этом чуть позже. В настоящем вы просто выполняете различные задания и продвигаетесь вперед по уровням. Однако здесь интересен другой аспект. Одна из главных целей проекта – провести игрока через ужасы войны и показать, насколько бессмысленной и жестокой была Верденская мясорубка. И поверьте, это не просто слово. Conscript с точки зрения игрового процесса классический survival horror в духе первых Resident Evil или Silent Hill, где упор сделан на выживании в опасной среде, исследовании локаций, сборе патронов, оружия и аптечек, а также на сражениях с врагами. Но если быть точным, это гибрид между первым и четвертым Resident Evil, где взято все лучшее из обоих и постарались довести до идеала. Здесь есть типичный менеджмент инвентаря. Он сначала очень ограничен, но со временем вы находите апгрейды, чтобы поместилось больше вещей. Вначале приходится жонглировать предметами и припасами. Стрелять можно только стоя, как в оригинальном Resident Evil 4. Есть безопасная комната с торговцем, который даст вам небольшую передышку и поможет улучшить некоторые характеристики или оружие, если у вас найдется достаточно сигарет, местной валюты. У него же можно сохранить прогресс с помощью чернил, а также купить или продать припасы. На самом деле игровой цикл крайне прост и максимально близок к первому Resident Evil. Вы исследуете большую локацию, где встречаются закрытые проходы и загадки. Ориентироваться сперва сложновато из-за запутанных окопов и траншей. Тем более, что на каждом шагу может таиться опасность. То патруль немецких солдат, то ловушка в комнате. Со временем вы становитесь сильнее, прокачиваетесь, запоминаете ландшафт, привыкаете к управлению и начинаете постепенно продвигаться к финалу. Про стрельбу особо сказать нечего, вы не можете бежать и стрелять одновременно. Поэтому при зажатой кнопке прицеливания, чем дольше удерживаете прицел, тем точнее выстрел и больше урон. Но нужно грамотно выбирать дистанцию. Промахнетесь или не добьете врага, он быстро подберется и ударит вас. Есть и стелс, но он довольно корявый, и вы скорее всего почти не будете им пользоваться. Враги по сути глухие, поэтому можно просто подбежать сзади и убить их холодным оружием, но не бронированных. Суть боевой системы и стелса в том, что враги замечают вас только в поле зрения. Иногда это удобно, можно незаметно убрать противника, но если вы в свою очередь пропустите врага вдали, то рискуете сами получить пулю. Арсенал довольно стандартен: холодное оружие, дубинка, нож, лопатка, несколько типов пистолетов, автомат, винтовка, дробовик, гранаты и коктейли Молотова. В общем, ничего нового для жанра, но игра опирается на 3 ключевых механики, которые обязательно нужно понять и использовать, иначе будут большие проблемы. Сами окопы, траншеи и форты, которые вы посетите, это не просто декорации для пробежки, а своего рода дом, который вы со временем досконально изучите. Вспомните на минутку особняк из первого Резидента. Поначалу он кажется гигантским и запутанным, но потом все коридоры и закоулки становятся родными. Умножьте это на 3, и вы получите карты Conscript. Траншеи, форты, окопы, запутанные коридоры, секретные проходы, атмосферные комнаты. Без карты не обойтись, и вы будете часто к ней обращаться. Вся игра проходит на линии фронта, где вам приходится переходить из одной локации в другую и возвращаться назад для выполнения ключевых целей. К примеру, некоторые бункеры на первых уровнях можно открыть только где-то в 3-4 главе, и вам придется идти туда заново, но уже более опытным и подготовленным. Это создает чувство, что линия фронта одновременно и ваша тюрьма, и ваш дом, из которого вы не можете вырваться до самого конца этого кошмара. Вторая еще более важная деталь: у этого места есть своя экосистема. Примерно через час игры вы поймете, что вы вовсе не являетесь неуязвимым Рэмбо, способным всех спасти, а всего лишь одной из жертв брутальной мясорубки. Основную опасность представляют враги: обычные солдаты, бронированные, которые едят пули на завтрак, огнеметчики, способные зажать вас в углу, а еще есть завалы, которые мешают проходить дальше,
и газовые ловушки, при появлении которых, если вовремя не надеть противогаз, смело загружайте последнее сохранение. Но самое страшное — это крысы, падальщики, обожающие человеческое мясо, которого здесь в избытке. Когда вы убиваете врагов, трупы через некоторое время начинают разлагаться, и на запах приходят крысы. От них нельзя отстреляться на расстоянии, только убить холодным оружием, но они всегда бегают стаями, и пара укусов приводит к заражению. Ваша полоска здоровья уменьшается наполовину. Врагов здесь достаточно, но не настолько, чтобы завалить все трупами, поэтому каждый убитый остается на земле. Если вы не сожжете тело, то вскоре обязательно появятся крысы. Горючее ограничено, так что придется продумывать, где себя обезопасить, а где рискнуть. Есть и другой способ — подорвать гранаты их логово, но тогда придется решать, сэкономить гранату для опасной стычки или обезопасить местность вокруг. Похожая логика с обычными врагами. Если вы не залатаете брешь в окопах колючей проволокой, через время там вновь появятся противники. Подобных мест в игре немного, но их грамотное расположение и общая нехватка ресурсов создают постоянное ощущение опасности и заставляют принимать непростые решения. Сжечь трупы с помощью горючего или устроить ловушку, заманив туда врагов и поджечь все разом. Чем дальше вы продвигаетесь, тем очевиднее становится, насколько продуманы эти механики и как они складываются в уникальной ситуации, вынуждая вас думать на ходу и время от времени совершать сложные выборы. Все перечисленное, конечно, хорошо, но сами по себе эти геймплейные механики не предложат чего-то радикально нового. Зато существует еще одна важная составляющая, которая объединяет игру воедино и придает ей неповторимый колорит. Это атмосфера полной безысходности и бессмысленной жестокости. Как я говорил в начале, Conscript в определенном смысле очень депрессивная и мрачная игра, в которой нет ничего веселого или жизнерадостного. Здесь сплошная грязь, разруха и жестокость, ровно так, как обычно выглядит любая война. Разработка шла долгих 7 лет, и видно, насколько все здесь детализировано. К примеру, если герой заходит в лужу с водой и грязью, он не может бежать, игра специально помещает вас в секции, где приходится сражаться по колено в грязи, окруженному врагами. Сами траншеи и окопы образуют огромную сеть локаций с кухнями, бараками, лазаретами. Каждая пропитана атмосферой и наполнена пугающими деталями. Становится жутко, когда натыкаешься на яму для расстрела трусов или встречаешь аллею самоубийц, что уже говорит само за себя. Даже в головоломках разработчик добавил печальные и жуткие элементы. В одном пазле нужно открыть шкафчик павшего солдата, а код — это его дата рождения. На столе рядом лежит куча жетонов, и становится понятно, что большинству из них едва исполнилось 20 лет, а кому-то и меньше. В одном из заданий вам нужно будет собирать боеспособных солдат, чтобы отправиться на штурм форта. Кто-то воспримет это спокойно, кто-то сойдет с ума, а кто-то отреагирует крайне агрессивно. Во всем этом игра кажется одновременно невероятно живой и безнадежной. Даже записки, которые интересно читать, наполнены страшными фактами о потерях, молитвами, желанием вернуться к родным, или моя любимая, стишок про бессмысленность войны. Разрушенный город, объятая пламенем церковь, огромные рвы с уже готовыми гробами, а рядом братские могилы. Визуал здесь настолько сильный, что невозможно не задуматься об общем ужасе. В определенный момент игра буквально включает Silent Hill, когда вы оказываетесь в адском окружении с красными тонами, ржавым полом и полнейшим ощущением нереальности. Подобных атмосферных моментов много. Например, штурмы, где все вокруг взрывается, а вы бежите вперед, видя, как гибнут товарищи. Автор вдохновлялся историческими событиями и произведением «Тишина на Западном фронте», по которому недавно вышел великолепный фильм. Всем советую посмотреть. Именно поэтому я считаю Conscript самым важным хоррором прошлого года, хотя и не лучшим, ведь у игры есть серьезные недостатки. Во-первых, это большое количество бэктрекинга. Как уже говорилось, вы часто возвращаетесь в прежние локации, находите новые предметы, возвращаетесь, открываете ранее недоступные комнаты и так далее. Я прошел игру за 16 часов, и часов 5 из них ушло на постоянную беготню туда-сюда. Конечно, хочется изучить все, собрать лучшее оружие и так далее, но порой игра буквально наказывает за любопытство. Есть и странные моменты, не вписывающиеся в общий антураж. Например, в туннелях можно попасть в ловушку с огромным валуном, катящимся на вас словно в Индиане Джонсе. Некоторые загадки чрезмерно мудреные. Чтобы войти в церковь, нужно найти специальные эмблемы, хотя герой имеет гранаты и везде рвется артиллерия. Непонятно, почему нельзя просто взорвать дверь. Я бы понял, если бы ее описывали как бронированную и неуязвимую для взрыва, но этого нет.
Стелс, о котором я упоминал, тоже работает коряво. Еще более странная вещь – концовки. Чтобы получить некоторые финалы, нужно совершать определенные действия в сценах прошлого, и это нормально. Но в игре есть скрытая статистика трусости. И если вы часто прячетесь и не вступаете в бой, в финале можно получить плохую концовку. Представьте, что вы потратили больше 10 часов, чтобы дойти до конца, а в итоге перед вами плохой вариант. Сама идея трусости интересна, но механика никак не объясняется, из-за чего на форумах Steam было много споров, и автору пришлось рассказывать, как это устроено. Есть еще пара неприятных мелочей, но это уже личные придирки, и тратить на них время я не буду. Главное, что атмосфера и геймплей Conscript превращают ее не в рядовой ретро-сурвайвал хоррор, а в мрачную, жестокую и очень продуманную игру, от которой сложно оторваться до финала. Как я говорил в начале, после прохождения невольно задумываешься об ужасах войны, о том, какие беды она несет всем сторонам, и понимаешь, что самые страшные монстры – это сами люди. Ведь действительно, нет ли чего-то более интересного, чем убивать других людей, как написал безымянный солдат в записке. Если вам нравятся атмосферные, крутые ретро-сурвайвал хорроры в духе первого Resident Evil, да еще с реалистичным, жестким сеттингом, Conscript подарит вам пару вечеров захватывающего и незабываемого геймплея. Разработчик создал игру практически в одиночку и проделал колоссальную работу. Я обязательно буду следить за его новыми проектами и желаю ему успехов. Спасибо вам за просмотр, дорогие друзья. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А также заходите на мою кураторскую страницу в Steam, достойны или нет хорроры, где я даю рекомендацию по разным хоррор-играм. Я также регулярно стримлю на Twitch, YouTube или VK Play Live, где мы играем в различные ужастики, ссылки в описании. Буду рад вас видеть на стримах, где мы вместе обсуждаем игры и пугаемся в прямом эфире. Желаю вам всего наилучшего и до следующей встречи.